Мир моды еще не был готов встретить самого красивого мужчину в истории, очаровательную фигуру, созданную Богом, принца из другого мира, который теперь покоряет реальный, Ким Тхён из BTS. Посмотри внимательно. Каждый раз, когда он идет, кажется, что камеры забывают дышать. Каждый раз, когда он улыбается, мир прекращает спорить. И каждый раз, когда звучит его имя, интернет взрывается. О нем самом красивом, мистическом и притягательном мужчине на планете. Поверь, каждая история о Ким Тхёне не просто сплетня. Это история, которую мы создаем перед глазами. И теперь мы погрузимся в нечто, что потрясло международный мир моды до самых корней. Момент, когда Vogue стала самым влиятельным журналом, который смог лишь тихо прошептать: «Он ли человек или живое чудо среди нас?» Да, ты не ослышался. Ким Тхён лично был приглашен Анной Вунтер, королевой мира моды, на Vogue World Hollywood 2025. И что случилось потом? Мир действительно не был готов. Потому что его присутствие – это было не просто появление. Это была элегантная революция, когда один мужчина из Южной Кореи переопределил глобальное значение красоты, искусства и силы. Дата – 26 октября 2025 года. Событие – Vogue World Hollywood, студия Paramount, Лос-Анджелес. Международные СМИ – 122 издания, включая Vogue US, Vogue Korea, Harper Bazaar, The New York Times Style и Business of Fashion. Социальная реакция – 4,8 миллиона упоминаний за 6 часов – рекорд для азиатского артиста на модном событии. Продажи трансляций в прямом эфире выросли на 27% после объявления «Специальный гость из Кореи». Экономическое воздействие. Акции Celine выросли на 1,3% за 2 дня. Компания Cartier собрала 18 миллионов просмотров всего лишь с одной фотографии с красной дорожки Ким Тхёна. Положительная реакция на Тхёна на Vogue World доказала одну истину. Мир моды еще не был готов встретить самого красивого мужчину в истории. Он не пришел, чтобы украсть внимание. Он и есть внимание. Представь атмосферу. Самая эксклюзивная сцена моды. Сверкающий свет, пол блестящий, как стекло, ряды золотых кресел с именами, как Анна Винтер, Тимоти Чалеман, Зендия и Дуа Липа. 100 лиц, которые определяют роскошь. Все заняты, все уверены в себе. А потом открывается дверь. Кто-то входит, и за 5 секунд весь зал Vogue World замирает. Не потому, что он модель, не потому, что он дизайнер, потому что это Ким Тхён. Той ночью, 26 октября 2025 года, мода изменилась навсегда. Не из-за тканей, не из-за бренда, а из-за человека, который излучает подлинную сущность красоты. Vogue World Hollywood 2025 – это было не просто модное шоу, это был театр силы. Среди океана голливудских икон Тхён шел спокойно, не торопясь, но каждый его шаг казался биением сердца мира замедленным. Фотографы замерли, камеры на мгновение перестали работать, затем взорвались вспышками. В течение 13 минут после его появления Тхён стал мировым трендом номер 1 с 2,7 миллионами упоминаний всего за 1 час. Хэштеги Vogue World Tхён и The Most Beautiful Man Alive доминировали в 90 странах. Даже Анна Винтер, женщина, известная своим хладнокровием и строгостью, была замечена улыбающейся. Теплая улыбка, способная поколебать саму иерархию модного мира. Потому что Ким Тхён не просто знаменитость, он – воплощение неожиданности. Культуролог доктор Маркус Ли из NYU называет эффект Тхёна сочетание классической эстетики, современной тайны и харизмы, бросающей вызов традиционной маскулинности. Он не продает лицо, он продает идею того, что красота может иметь душу. Как написала газета The Guardian, Тхён не следует моде, он переписывает ее язык. Мир, который раньше был под властью западной элиты, теперь склоняется перед мужчиной из Тэгу, Южной Кореи. Истинное переопределение значения элегантности. Когда Тхён шагнул на подиум Vogue, миллионы армий со всего мира подключились онлайн. Они не просто фанаты, они экономическая, социальная и эмоциональная сила. По данным Business of Fashion октября 2025 года, только его присутствие может увеличить охват бренда в социальных сетях до 480% за 24 часа. И действительно, после той ночи спрос на мужскую линейку Celine 2025 вырос на 327%, а поиски образа Vogue World Tхён Outfit превысили 11 миллионов кликов. Аналитики называют это явление The Tхён Surge – дигитальный взрыв, которым даже Хайби не смогло управлять. Хайби, Vogue, Celine, Cartier – все получили прибыль. Но общественность знает одну правду.
Без Ким Тэ-хюна графики никогда бы не сдвинулись. В социальной психологии Тэ-хюн – парадокс жизни. Он спокоен, но его присутствие вызывает хаос. Он вежлив, но его аура глубока и чувственна. Он редко говорит, но его глаза хранят всю Вселенную. Как пишет The Harvard Gazette, это называется парадоксом харизмы, когда человек избегает внимания, но внимание само к нему стремится. Ким Тэ-хюн не гоняется за вниманием, внимание гонится за ним. Возникает вопрос, действительно ли Хайби поддерживает Тэ-хюна так же, как и других артистов? Потому что каждый раз, когда он становится вирусальным, нет масштабной промокампании, нет медийного давления, но мир все равно реагирует, само собой. Vogue это поняла. Показать Тэ-хюна в кадре значит получить трафик, престиж и влияние. Один источник в корейской модной индустрии сказал, Yale Корея, Тэ-хюн – фигура, способная сделать кампанию успешной одной фотографией, не говоря ни слова. Vogue это знает. Хайби может знать, но еще не готова это принять. Некоторые наблюдатели говорят, что Vogue играет на двух сторонах. Вроде бы уважает искусство, но на самом деле гонится за витальным магнитом. Но разве в этом есть что-то плохое? Или это действительно новое лицо моды 25 года, когда аура сильнее рекламного щита? Это победа Азии на мировой сцене. Тэ-хюн не модель. Он живое произведение искусства. Vogue наконец открыла дверь поколению, которое больше не просит разрешения. По исследованию University College London, UCL, лицо Ким Тэ-хюна соответствует 94% золотому сечению или идеальной симметрии лица. Но то, что делает его выдающимся, не структура костей, а нечто более глубокое – душа, видимая через тишину. Когда он смотрит в камеру, это кажется очень личным, будто он знает тебя, хотя не знает. Психологи называют это иллюзией парасоциальной близости, ощущение интимности, которое опьяняет, и Тэ-хюн овладевает им натурально. Он не просто красив. Он заставляет тебя чувствовать ностальгию, тоску, даже страх, потому что глубоко внутри мы знаем, что такая красота способна разрушить любые защитные барьеры. 26 октября 2025 – это не просто дата. Это день, когда мир моды на мгновение остановился и осознал одну важную истину. Красота – это не про ткань. Это про смелость быть настоящим. Ким Тэ-хюн не пришел, чтобы бросить вызов Vogue. Он пришел, чтобы спасти ее от застоя. В индустрии, которая начинала терять свою душу из-за алгоритмов, Тэ-хюн принес что-то редкое – эмоциональную честность. Он сделал моду снова человечной. И той ночью даже Анна Уинтер знала, Vogue больше не принадлежит элите. Теперь Vogue принадлежит мужчине по имени Ким Тэ-хюн.